Всем привет! Свой четвертый по счету электровелосипед я решил собрать максимально недорогим, но в то же время качественным и надежным. Поэтому его стоимость выйдет средней, но все же дешевле, чем купить уже собранный электровелосипед на том же AliExpress, на котором обычно установлены компоненты неизвестного бренда. Конечно, все компоненты я заказывал с AliExpress, так как в розницу там все же дешевле, чем где-либо. В качестве донора всего за 12 тысяч рублей я купил, на мой взгляд, симпатичный горный велосипед серо-оранжевого цвета с дисковыми тормозами и 26-дюймовыми усиленными ободами, на которых установлены широкие покрышки с хорошим направленным протектором размером 26 на 2,25. Вес велосипеда 15,5 кг. Учитывая, что рама из углеродистой стали, вес велосипеда не намного больше, чем велосипед с алюминиевой рамой. В комплекте с велосипедом идет уже установленная рама-подножка, пластиковые крылья, велосипедный насос и разного рода дополнения в виде бутылки для водосдержателя, простенький велосипедный звонок, тросиковый противоугонный замок длиной 70 см с ключами, небольшая велосипедная сумочка, набор ключей и фонарик, в котором уже установлены батарейки. Да, качество этих дополнений не очень хорошее, но и цена велосипеда совсем небольшая. Обнаружил, что болты для крепления переднего дискового тормоза есть, а вот самого диска нет. Размер диска 160 мм, и у меня такой размер диска остался от другого велосипеда. Поэтому спор открывать не буду, тем более прошло уже пару недель, как я подтвердил доставку. Для электротяги будущего электровелосипеда я взял вот такой мотор под брендом Enxus XF08C. C означает, что мотор под кассету. Это надежный и качественный редукторный бесщеточный мотор, который позволит использовать велосипед в обычном режиме без какого-либо сопротивления. Вес этого мотора 3,5 кг, а стоимость доставки до двери составила 6679 рублей. Номинальная мощность этого мотора 350 Вт. Этой мощности должно быть достаточно для езды со скоростью в 25, а возможно удастся развить скорости в 30 км в час. Это при использовании аккумуляторной батареи с максимальным зарядом 42 вольта. Ну а если установить аккумулятор большего вольтажа, например, с максимальным зарядом 54 вольта, то мотор сможет выдавать уже все 500 Вт. И соответственно скорость будет немного больше. Но так как я собираю бюджетный вариант электровелосипеда, аккумулятор будет собираться в формате 10S4P. В качестве логического центра в этой сборке будет выступать вот такой контроллер средней мощности. Преимущество такого контроллера в первую очередь в том, что он надежный и разработан специально для сборок электровелосипедов. К нему можно подключить датчик ассистента педалирования, который будет управлять мощностью мотора при кручении педалями, и это очень удобно. А также в ассортименте производителя таких контроллеров очень большое разнообразие многофункциональных LCD-дисплеев, в которых отображается не только вся текущая необходимая информация, такая как заряд батареи, скорость, пробег суточный, общий, температура и так далее, но и имеет возможность очень тонких настроек контроллера. Я заказал сразу комплектом, состоящим из самого контроллера, очень удобного LCD-дисплея третьей серии и датчика PAS-ассистента. Стоимость такого набора с доставкой мне обошлась в 5000 рублей. Для управления скоростью электровелосипеда я купил вот такой удобный и проверенный курок газа. Он влагостойкий, и дождливая погода не будет помехой при его использовании. Стоимость такого курка газа с доставкой составила 595 рублей. Еще один немаловажный и достаточно дорогой компонент электровелосипеда – это аккумуляторная батарея. Я буду ее собирать самостоятельно вот из таких элементов. Это литий-ионный аккумулятор формата 18650 с минимальным зарядом 3,6 вольта и максимальным 4,2 вольта. По заявленным характеристикам в нем содержится емкость в 2600 мАч. И так как моя сборка будет состоять из 10 секций 4 последовательных элементов, то получится аккумуляторная батарея, которая в полностью заряженном состоянии будет выдавать 42 вольта, а на борту иметь 10,4 ампер часа. Да, это не так много, но с 350-ваттным мотором, думаю, можно будет легко проехать примерно 30 километров, управляя только ручкой газа. Но я могу ошибаться. Точнее, покажут уже испытания этой сборки электровелосипеда. Управлять зарядом и балансировкой аккумулятора будет вот такая плата защиты, сокращенно БМС. Очень надежная и проверенная уже не один раз.
Ранее я уже собирал аккумуляторные батареи для электровелосипедов и для этого использовал мощный паяльник и медную проволоку. В этот раз я принял решение в пользу сварки аккумуляторов никелевой лентой, и для этого буду использовать вот такую плату, которая подключается к автомобильному аккумулятору, и путем прикладывания щупов происходит приварка никелевой ленты к аккумулятору. Дальше в видео я покажу этот процесс подробнее. Но, впрочем, такую небольшую аккумуляторную батарею можно аккуратно и надежно собрать, используя обычный, но мощный от 80 Вт паяльник. Также для самостоятельной сборки аккумуляторной батареи понадобятся удерживающие холдеры для элементов 18650, высокотоковые термостойкие силиконовые провода 13 АВГ, пара разъемов XT60 и пара разъемов MT60 для удобного и надежного подключения фазных проводов мотора. Заряжать аккумулятор буду при помощи вот такого блока питания на 42 вольта. Стоимость доставки такого блока питания 686 рублей. Готовая аккумуляторная батарея будет расположена вот в такой сумке, которая крепится в треугольник рамы при помощи лямок с липучками. Из дополнительных компонентов, которые в целом можно не ставить, но все же я решил их реализовать в этом проекте, это универсальные магнитные датчики, которые отключат мотор при нажатии на тормоз. Для освещения дороги в темное время суток я решил установить вот такую мощную фару на светодиодах, которая будет подключаться через понижающий модуль, снижая напряжение аккумулятора до 12 вольт. А управлять включением и выключением буду вот через такой блок, к которому при желании можно подключить сигнал и даже поворотники, подключив их, например, через такое реле. Для зарядки, например, смартфона установлю понижающий модуль с 12 до 5 вольт. Все компоненты куплены и доставлены. А теперь приступлю к сборке электровелосипеда своими руками. На мой взгляд, это более интересно, чем купить уже готовый велосипед. Этапы сборки разделю на несколько этапов. Это в первую очередь будет заспецовка мотора в обод велосипеда. Далее установлю все компоненты на раму велосипеда, закреплю их, проверю работоспособность при помощи блока питания. После этого соберу аккумуляторную батарею на 10S4P и по окончанию проведу реальные тесты замера скорости этой сборки и дальности хода на этом аккумуляторе. Спецование мотора в обод велосипеда. Сначала нужно освободить обод от установленных спиц завода. Для этого понадобится обычный ключ для спиц, шлицевая отвертка, шестигранник, чтобы снять тормозной диск, и съемник для снятия трещотки и защиты. Хотя завода трещотка не затянута, и ее легко можно снять и без съемника. Это нужно для удобства вынимания спиц с втулки колеса. Сниму для начала тормозной диск, открутив шестигранником болты, которые его крепят. Сейчас спущу колесо путем нажатия тем же шестигранником на золотник. Теперь можно легко снять покрышку и камеру. Нужно открутить трещотку и затем выкрутить все спицы с обода. Готово. Теперь можно высчитать длину спиц, а для этого я воспользуюсь калькулятором на сайте electrovelik.ru. Нужно сейчас снять точные размеры. Чтобы определить длину спиц, нужно провести несколько замеров. И это нужно делать очень внимательно. Сначала измерить обод. Мое значение 495 мм. Спиц в ободе 36, обычно это стандарт. Измерить диаметр мотора по центру отверстий под спицы. У меня получилось 128 мм. Измерить расстояние между отверстий под спицы в моторе. У меня 22 мм. Смещения отверстий под спицы в моем ободе практически нет, но можно поставить 1 мм. Расстояние от посадочного места до места, где будут крепиться спицы в моторе, у меня в среднем 35 мм. Длина посадочных мест на оси мотора 130 мм. Все эти значения я вношу в калькулятор на сайте.
Итак, для того, чтобы заспицевать мотор в обод по моим размерам, для одного перекрестия нужна длина спиц 193 мм, для двух перекрестий 206 мм и для трех перекрестий 226 мм. 4 креста возможно заспицевать колесо 27,5 дюймов, у меня 26. Длина спиц может колебаться в большую или в меньшую сторону на пару миллиметров. Сначала я решил заспицевать мотор в одно перекрестие. Это решение было принято, так как у меня уже были спицы длиной 190 мм. Но позже я изменил свое решение, хоть и уже набрал спицы на ободе. Во-первых, это ненадежно, и при значительном ударе обода могут просто отломиться ушки на моторе, за счет того, что спицы недостаточно амортизируют при спицовке в одно перекрестие. Во-вторых, длины 190 мм недостаточно, и ниппель не закрывает всю резьбу спицы, ведь калькулятор высчитал длину спиц в 193 мм. Учитывая все эти недостатки, я решил переспицевать мотор в 3 перекрестия. Для этого заказал спицы длиной 228 мм, так как длины, которую высчитал калькулятор 226 мм, я не нашел. А учитывая, что обод двойной, эти 2 мм никак не повлияют на качество спицовки. Переспицую мотор в обод велосипеда в 3 перекрестия. Доставили спицы длиной 228 мм, в комплекте есть также ниппеля. Спицы привезли за 4 дня аж с Петербурга, так как в Москве я не нашел такую длину. Заказывал через Валберес, где бесплатная доставка. Наклон спиц при тройном перекрестии будет составлять примерно 60-65 градусов. Сейчас заново надо выкрутить спицы, которые установил. Буду выкручивать шлицевой отверткой. Видно, насколько новые спицы длиннее, толщина у них одинаковая. Все спицы выкручены, теперь установлю мотор на некоторую возвышенность. Для этого я использую пенопласт, в который был упакован мотор при его доставке. В нем есть вырез под провод, что очень удобно. Этап первый. Берем 9 спиц и вставляем в любое отверстие в моторе шляпкой вверх. То есть продеваем спицы сверху и вставляем через одно отверстие все 9 спиц этого этапа. Вот так должно получиться. Берем обод, находим отверстие под штуцер велосипедной камеры и вставляем любую первую спицу, которая продета в моторе, правее от отверстия под штуцер, то есть в первое отверстие под спицу. Наживляем грибовидный ниппель на 2-3 оборота. А следующую спицу вставляем уже через 3 отверстия под спицы в четвертое. И так продеваем все 9 спиц в обод через 3 отверстия в четвертые. Также наживляем ниппеля на 2-3 оборота. Заспицевать можно в любом направлении, главное, чтобы через 3 отверстия в четвертое. Вот так должно получиться после первого этапа. Этап второй. Переворачиваем колесо, берем 9 спиц и так же как в первом этапе вставляем спицы в мотор через одно отверстие. Спицы вставляем шляпкой вверх. Первая спица второго этапа вставляется правее от любой спицы, которая вставлена в нижнем ряду мотора.
Вот так. Следующую спицу вставляем через одно отверстие в моторе. И так продеваем все 9 спиц в мотор. Теперь берем спицу, которая расположена напротив отверстия под штуцер велосипедной камеры, и вставляем в отверстие под спицу правее от него. Следующие спицы вставляем правее спиц первого этапа в следующее отверстие. Как и в первом этапе, спицы должны быть расположены через 3 отверстия и просовываться в четвертое. Так продеваем все 9 спиц второго этапа и наживляем ниппеля на спицы на 2-3 оборота. Вот так должно получиться. Этап третий. Переворачиваем колесо. И теперь нужно провернуть мотор влево до упора всех продетых спиц в ободе. Так как у меня двойной обод, ниппеля спиц цепляются, нужно сделать так, чтобы все они прошли и были до упора в нижней кромке обода. Вот примерно так. Сейчас берем 9 спиц для третьего этапа. Но теперь их нужно вставлять в мотор шляпкой вниз, то есть продевать спицы снизу. Первую спицу можно вставлять в любое свободное отверстие. И так продеваем все спицы. Теперь берем любую продетую спицу, наклоняем вправо. Спица должна пройти поверх двух первого этапа, а под третью нужно пропустить. Тем самым образуется 3 перекрестия. Спицу можно немного изгибать. Вставляем рядом со спицей первого этапа. Чтобы накручивать ниппели, я использую шлицевую отвертку и небольшой магнит, так чтобы ниппель держался на отвертке. Также наживляем ниппель на 2-3 оборота и по тому же принципу вставляем все остальные спицы с наклоном вправо. Над двумя сверху, а под третью продеваем снизу. Вставляем все 9 спиц этого этапа.
Этап четвертый, заключительный. Переворачиваем колесо, берем 9 спиц. Так же, как и в третьем этапе, вставляем спицы снизу мотора, то есть шляпкой вниз. Сейчас в моторе осталось только 9 отверстий, в них и продеваем оставшиеся 9 спиц. Теперь берем любую спицу, наклоняем уже влево. И так же, как в третьем этапе, над двумя проводим сверху, а по третью запускаем. И вставляем в отверстие в ободе. Накручиваем ниппель на 2-3 оборота. Все то же самое проделаем с остальными. Все, мотор колесо заспицовано, теперь его можно именно так и называть. Нужно немного его потрясти, чтобы все спицы встали в свои места. Теперь нужно их равномерно затянуть. Я закручиваю ниппеля, пока не закроется резьба на спице. У вас может быть по-другому. Тут главное дать равномерную натяжку всех спиц. Можно это сделать шлицевой отверткой или ключом для спиц. Но отвертка, как мне кажется, немного быстрее. Закрутил все ниппеля, спицы имеют равномерную натяжку. Немного понажимаю на них, чтобы они все уселись. Видно, что спицы не выступают за ниппель, хотя с моим двойным ободом это было бы не страшно. Балансировка колеса. Сейчас нужно выровнять мотор-колесо и по максимуму устранить биение. Для удобства из бруска собрал вот такую конструкцию, но в целом эту процедуру можно выполнить и на раме велосипеда. Видно, что обод имеет как боковое, так и вертикальное биение. Это нужно устранить путем натягивания спиц в месте биения.
Если сильно бьет левая сторона обода, подтягиваем спицы с противоположной стороны. Аналогично делаем, если сильно бьет справа. Если на небольшом участке вертикальное биение, в этом месте подтягиваем равномерно спицы как с правой, так и с левой стороны. Натягивать нужно равномерно и избегать чрезмерной натяжки спиц. Для удобства я вставляю обычные карандаши, постепенно подвожу к ободу, и где уже идет зацеп, в этом месте подтягиваю спицы в зависимости от стороны биения. Вот тут явно надо подтянуть спицы с левой стороны. Подтягиваю спицы на 1-1,5 оборота. Все, в этом месте уже такого биения нет. Продолжаю, подвожу карандаш ближе к ободу, нахожу биение и устраняю по тому же принципу. Так постепенно максимально выравниваю обод. В некоторых местах нужно ослабить спицы, когда идет чрезмерная перетяжка с одной стороны. Ну вот, вроде все. Насколько смог, устранил биение. Оно немного присутствует, но не более 1 мм. При скоростях до 50 км в час это никак не будет ощущаться. Колесо отбалансировано. Теперь можно полностью собрать. Установить тормозной ротор. Для этого я его обезжирю специальным средством. А болты установлю с использованием фиксатора резьбы, чтобы они не выкрутились от вибраций. На моторе завода уже установлены болты для тормозного ротора, поэтому выкручиваю их и установлю ротор. На роторе нет обозначения направления вращения, поэтому я посмотрел видео, где видно, как он был установлен с завода, и также его устанавливаю. Теперь нанесу немного фиксатора резьбы на болты, которые крепят ротор к мотору, и закреплю его. Так как купленный велосипед оснащен трещоткой, а мотор рассчитан под установку кассеты, я в местном магазине купил вот такую кассету на 8 скоростей. Самая малая звезда на 11 зубьев, а последняя на 32. По информации от продавца, на этот мотор можно установить кассету до 10 скоростей. На кассете стрелка указано, как ее нужно ставить на моторе. Это самый широкий зазор между посадочными шлицами. Нахожу его и ставлю кассету. Также устанавливаются и малые звезды. На них есть указатель. Специализированной насадкой затягиваю гайку кассеты по часовой стрелке. Все, кассета установлена, накину шайбы и гайки мотор колеса. Защитные колпачки на болты, один из которых имеет отверстие под провод. Можно собирать дальше, установить камеру и покрышку.
А сейчас можно проверить подарочный насос. На удивление он работает и накачивает колесо очень эффективно. Перед использованием насоса я смазал шток густым силиконом. Ну вот, колесо собрано. Теперь соберу велосипед, закреплю руль, чтобы велосипед можно было поставить, перевернув его. Также установлю седло велосипеда. Все, теперь можно установить мотор-колесо. Перед установкой удобнее будет снять тормозной механизм. Устанавливаю мотор-колесо в раму. Во втулке мотора, где выходит провод, есть вырез. Он должен находиться внизу, так чтобы провод можно было загнуть вниз. Это для предотвращения попадания воды в мотор. Вот так нужно изогнуть провод. Закручиваю гайку и надену защитный колпачок. Также и с другой стороны. Так как этот мотор не особо мощный, учитывая то, что рама стальная, здесь не нужны будут усилители дропаутов. Просто хорошенько нужно затянуть гайки. Теперь можно установить тормозной механизм обратно. Для этого я ослабляю подстроечные болты, закрепляю механизм, зажимаю тормоз, чтобы прижались колодки к диску, и затягиваю подстроечные болты. Да, тормозной ротор не совсем ровный, поэтому колодки в некоторых местах трут. Но думаю, после притирки будет получше. Сейчас нужно проложить провод от мотора до места установки контроллера. Провод от мотора состоит из двух частей. Соединять его нужно согласно указанным на нем стрелкам. Все скрепляю пластиковыми хомутами и лишнее срезаю. Теперь надо установить датчик пас-ассистента на каретку велосипеда. Это датчик серии КТВ12L. Он цельный, это очень удобно. Но в большинстве датчики пас состоят из двух частей. Вот, например, такой. Одна часть крепится неподвижно, вторая ставится на каретку. Для установки датчика предварительно нужно снять педаль. Снимаю защитный колпачок. Теперь откручу болт на 14 при помощи торцевого ключа. Откручивается против часовой стрелки. Педаль так просто не снимается. Нужно применить вот такой съемник. Устанавливаю, с некоторым усилием педаль поддается и снимается со шлицов. Устанавливаю датчик пас-ассистента, поставлю обратно педаль и закреплю. Вот такая простая установка. Аккумулятор на батарею я буду размещать вот в такой сумке. Устанавливается на треугольник рамы. За ней планирую разместить контроллер. В сумке есть отверстие для проводов. Контроллер закреплен вот на такой хомут. Но прежде хочу его покрасить. Будет черный. Для этого у меня есть вот такой грунт для пластика.
Правда, я не уверен, что грунт будет хорошо держаться. Также решил прикинуть, как вмещается корпус аккумулятора на 65 элементов 18650. На мой взгляд, все же конфигурация этой рамы не подходит для такого корпуса. На эту раму, думаю, подойдет корпус Hylon G56, но в любом случае в этом проекте под аккумулятор планировалась сумка в треугольник рамы, а этот корпус для другой сборки. Далее устанавливал LCD-дисплей посередине руля. Для этого предусмотрен вот такой крепеж. Также есть инструкция по настройке этого дисплея. Планирую установить вот такой выключатель фары, а курок газа будет расположен справа. Ну вот примерно так. Для монтажа этих компонентов сначала нужно снять грипсы, ослабить крепеж тормозных ручек. Дисплей закрепляется вот на такую планку, которая крепится на руль. Сразу прикручу ее к дисплею. Ослаблю винт на блоке кнопок дисплея. Так как провод короткий, предварительно нужно надеть на руль блок кнопок, а уже потом крепить дисплей. Крепеж дисплея достаточно гибкий, надеваю на руль и закрепляю так, чтобы дисплей можно было перемещать. Устанавливаю блок кнопок для управления фарой, ставлю с левой стороны, примеряю и вижу, что он мешает переключению скоростей. Похоже, для управления фарой нужно будет взять более компактный выключатель. Пока сниму его. Теперь установлю курок газа с правой стороны, вот так. Ну тут все просто, верну на место грипса и закреплю курок. Сейчас надо закрепить датчик тормозов. Это универсальный датчик, подходит почти для всех тормозных ручек велосипеда, в том числе с гидравлической системой. Просто нужно выбрать подходящее место. В моем случае я закреплю снизу ручки, обезжирю. Для того, чтобы магнит находился на уровне датчика, добавлю вот такую деталь. Посажу магнит на термоклей. Для этого у меня есть как раз черный клеевой стержень. Вот примерно так. Сам датчик оснащен двухсторонним скотчем. Приклеиваю на него. Вроде все нормально, но надо проверить. Подключу мультиметр и при помощи прозвонки проверю датчик. Ну вот, все работает. Теперь при нажатии на тормоз контроллер получит сигнал и отключит мотор. Провода нужно проложить до контроллера. Длина достаточная и даже с хорошим запасом. Фару установлю здесь чуть позже. Контроллер, как я и планировал, буду закреплять на хомут, который уже предварительно покрасил. Но краска, похоже, держится не очень хорошо. Чтобы закрепить хомут контроллера, нужно просверлить крышки отверстия. Для того, чтобы влага через болт не проникла в контроллер, применю все тот же термоклей. Все соберу обратно. Можно закрепить контроллер. Готово. Теперь закреплю сумку под аккумулятор. Лишнюю длину крепежных лент срежу, так более аккуратно. Сумка сидит очень плотно. Я уже запустил некоторые провода в сумку, и вот так это выглядит на данный момент. Позже сделаю все более компактно. Сейчас цель проверить работоспособность компонентов в сборе. Так как я ранее заменил заводские провода на контроллере, покажу, что куда подключается вот на этом.
Итак, это три фазных провода мотора. Почти у всех моторов на проводе размещены вот такие контакты, которые просто подключаются по цвету. Это разъем для подключения фары. На выходе имеет весь вольтаж аккумуляторной батареи. Это шестиконтактный разъем, предназначен для подключения датчиков холла мотора. Этот провод с перемычкой предназначен для включения и отключения круиза. Если разъединить, то круиз не будет работать. Но включить и отключить эту функцию можно также в дисплее, поэтому лучше оставить соединенным. Это разъем XT60 для подключения аккумулятора. Плюс красный, черный минус. Этот 5-пиновый разъем от LCD дисплея. Все дисплеи оснащены ответной частью, и с их подключением нет никаких проблем. Этот трехпиновый контакт предназначен для подключения ручки или курка газа. Всегда красный и черный цвет совпадает, а вот сигнальный может быть другого цвета. Тоже подключается все просто. Эти контакты предназначены для подключения датчиков тормозов. А вот этот разъем предназначен для подключения ассистента PAS. Но тут тоже нет никаких проблем. Вот такие разъемы, подключить их очень просто. Вообще-то с контроллерами серии КТ совсем нет проблем с подключением. Фишки все разные, подходят только к тому компоненту, для которого они и выведены. Сейчас хочу протестировать работоспособность компонентов. Пока подключаю блок питания на 42 вольта. Включу подсветку дисплея для лучшей видимости. Нажимаю курок газа, и все, колесо крутится. Сейчас в настройках дисплея установлен параметр, который ориентируется на уровень помощи PAS. Уровень при тесте стоит 2, и поэтому холостую крутится до 30 км. При уровне 5 будет раскручиваться до 40. На ходу, думаю, скорость будет составлять 28 км. Это при аккумуляторе на 42 вольта. Если поставить больше вольтаж, то поедет быстрее. Датчик PAS у меня стоит справа, поэтому в настройках дисплея надо поменять параметр C1 на 0,7. Вот так на данный момент выглядит уже электровелосипед. Еще нужно собрать аккумуляторную батарею, и можно будет провести тесты скорости и дальности. Вот у меня лежит здоровенная батарея на LiFePO 4. Она для одного из запланированных проектов. Сейчас в ней примерно 54 вольта. Подключу, чтобы показать, что и с большим вольтажом батареи эта сборка может работать. И также ехать быстрее. Но все же я не рекомендую в данной комплектации использовать аккумулятор более 55 вольт. Сейчас дисплей показывает, что на аккумуляторе 53,5 вольта. Есть какой-то глюк в показании скорости. Буду разбираться с этим позже. Сейчас заметно, насколько более резво крутится колесо с таким вольтажом. Ну вот, на этом, наверное, все. В следующем ролике покажу, как собрать АКБ электровелосипеда на 10S5P из элементов 18650. И сниму, на какое расстояние можно проехать на такой сборке, а также его максимальную скорость. Всем удачи, пока!